Творческая студия Mediafox представляет. Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами творческая мастерская «Творим и вытворяем». Я ее ведущая Екатерина Адушева. В этом мастер-классе мы будем с вами создавать ключницу из джута с миниатюрой. Миниатюру мы с вами создавали в прошлом мастер-классе. Мы показывали, как делать цветы лаванды и горшочки из джута. В этом мастер-классе мы будем создавать подобную ключницу, также вот с миниатюрой и с определенным связанным сюжетом. Для того, чтобы нам создать ключницу, нужен шаблончик, чтобы из картона плотного, можно переплетный, можно гофрированный картон, можно, конечно, и более тонкий картон, но его тогда надо будет уплотнить, склеив между собой. Также картон подойдет от обуви, от коробок. Вот, для шаблона нам надо будет шаблончик. Взять его можно будет также на мастерской на канале. Заготовочки вот у нас есть. Высота 11 сантиметров. Получается 10, 6. Вот такая вот ключница. Ключница это будет интересно тем, что можно в нее будет ложить ручку, карандашики, также получается конвертик, там записки, то есть она не просто будет функция, как бы вот как вот здесь чисто для ключей, ее можно использовать для записи, для заметок, там детям что-то написать, уходя, когда, как говорится, из дома. Для начала мы берем, получается, узенькие полосочки. Тоже это по желанию, как вот здесь. Есть некоторые полоски полностью обклеенные, и часть полосочек, они получаются виден картон. На этой ключнице то же самое у нас будет. То есть серединка будет полностью обклеена, и часть забора, имитация забора, у нас будет виден картон. Для этого нам надо полимерный клей. В работе подойдет любой полимерный клей. Джут я использую двухнитный, ниточный. Вот. Небольшое количество клея наносим и распределяем по ниточке, убирая все ворсинки. Это сейчас покажу вам, мы делать будем такую детальку. То есть отмеряем. Картон режется хорошо. Так. Дальше клей наносим, получается, на саму детальку нашу. Приклеиваем джут. Джут по картону сдвигается, надо немножечко подождать, тогда оно хорошо все фиксируется. И отстригаем немножечко, надрез делаем под углом, тогда нить отрезается более ровно, и она не выглядывает из краев. И продолжаем обклеивать, так сказать, имитацию нашего забора. Так как мы обрабатываем небольшие отрезочки джута, то есть вот видно его, он мохнатый у нас очень. Вот чтобы вот этого вот не было у нас видно, мы постоянно обрабатываем клеем. После обработки клея нить она более прочная становится и ровненькая. Как бы мы прокручиваем ее между пальчиков и также приклеиваем. Вот. Примерно у меня идет 4 ниточки на одной полосочке картона. Если полностью заклеивать, то там где-то примерно 6 ниточек.
Но опять же, в зависимости, какой будет толщина джута использоваться. Потому что джут продается разный. Есть трехниточные, двухниточные. Вот. То есть это вот получается у нас деталька, где картон выглядывает. И также получается мы будем делать, где картон у нас полностью будет закрыт джутовой нитью. Если где сильно есть присутствует узелок, то можно просто его состригнуть. Также все обрабатываем аккуратненько. Клей использую маленько. Клей лучше добавить в процессе работы, чем его будет много, потому что при высыхании клей он создает катышки на нити, и это выглядит работа неаккуратной и грязной. Делаем все так же. Вот. Лучше клей добавить, потому что многие задают вопросы касаемо именно клея и чистоты выполнения работы. Клей лучше использовать помаленьку. У нас, как правило, либо любят заливать работу клеем, либо наоборот очень мало, тогда деталь будет рассыпаться, она не будет прочная. Стараюсь плотно прижимать нить, тогда будет работа более целостная и аккуратно смотреться. Размер для работы, для ключницы можно, конечно, сделать любые, как говорится, свои, если надо побольше. Также касаемо крючочков, ну, если в семье больше членов семьи, то, конечно, можно добавить. Многие задавали вопросы, где продаются эти крючочки. Крючочки можно купить в строительных магазинах. Там разные размеры. И есть вот, как говорится, такие вот ровненькие, есть закругленные. Тоже это уже по желанию, кому какие больше нравятся. Ну вот это у нас получается полностью вся заклеенная полосочка картона. Вот. Так как у меня уже заготовочки были сделаны, получается вот эта часть 10 на 6, она у нас приклеивается вот сюда на полосочки 20 на 3. Вот одна полоска идет 1 сантиметр на 20, то есть она в самом верху. Вот. Здесь у нас небольшая ложбиночка такая для того, чтобы полочка, на которую мы будем приклеивать наши горшочки, она хорошо вклеилась. Так как домик я рассчитывала, планировала сделать именно для того, чтобы у нас можно было туда положить конвертики или бумажки, то есть это будет вот такой вот объем. Наливаем аккуратненько клей. Вот. Также получается фиксируем здесь. Немножко даем клею подсохнуть, подветриться. И состыковываем все наши деталечки. Выставляю в пазл. Вот. Пока у нас это сохнет, мы подклеиваем наш заборчик. Здесь, как я уже говорила, размеры все по желанию, и также заборчик можно заклеить либо весь, либо, как вот у меня, выглядывает картон.
Труба, то есть обклеенная полностью, как я уже говорила, оно срезается, картон режется хорошо даже с джутом. То есть берем надрез, делаем, вот, то есть у нас все хорошо режется. Дальше. Здесь мы клеем мажем вот эту деталь. Здесь нам надо дно домика. И вот так состыковываем. Немножко придется подержать, чтобы все склеилось. Клей, в принципе, схватывается достаточно быстро. Клей полимерный, он не боится воды. То есть, в принципе, как бы за изделие можно не переживать. Также задают некоторые вопросы, как обрабатывать такие изделия. Можно влажной тряпочкой, не мокрой, только, конечно, влажной. То есть, благодаря клею она не боится. Ну вот, практически у нас, как видите, уже склеилось детальки. Можно что-нибудь подложить. Так, пока у нас это все сохнет. Так, как я уже говорила, вот крючочки. То есть вот этот поменьше, они вот видны, они разного диаметра. Как показать, то есть вот он меньше, чем вот здесь я использовала. По размерам они подходят. Вот. Чтобы нам их приклеить, нам надо джутом обмотать сам крючочек. Ну, здесь уже можно ниточку не обрабатывать, потому что мы ее будем наматывать. Наматываем просто. Ну, будет по металлу скользить, капризничать. Нить вообще очень такая джут с характером. То есть он любит показывать свое недовольство, если что-то ему не нравится. Особенно это, когда работая по технике джутовая филигрань, когда у нас там идут кружева. Бывает, джут неровно ложится. Но это, наверное, в первую очередь касается, что нить идет из двух составляющих нити, и где-то внутри она неровно скручена от завода. Потому что тоже некоторые задают вопрос, почему деталь поднимается. Но тут уже, как говорится, зависит не от клея, не от вас. Так. Это мы на один раз, и также возвращаемся на второй, чтобы толще было. Объем, чтобы был побольше, и чтобы мы могли зафиксировать крючочек наш. Вот так вот. Обрезаем. Так вот фиксируем все. Шинка. Таким вот образом. Мы все приматываем хорошенечко. Пока это все сохнет, можно уже будет, наверное, приклеивать наши горшочки с цветами, которые мы с вами делали на прошлом мастер-классе. Пока мы оставляем. Так, ну да. Вот.
Если видите, что где-то у вас не проклеилось, то можно еще добавить клей, продублировать таким образом и добавить ниточку снизу. Так вот. В таких случаях можно воспользоваться пинцетом, зубочисткой, шпажкой, спицами. То есть тут уже кому как удобно. Таким вот образом немножечко зафиксировали дополнительно нашу полочку. Также делаем надрез наискосок. Так. Если сильно выглядывает, то можно еще надрезать, ничего страшного, клей хорошо, пока не высох, отходят детальки. Так вот. Вот у нас будет вот такая вот ключница. Получается, вот так вот крючочки будут приклеены. И сюда мы с вами будем уже приклеивать нашу готовую миниатюру. Вот. То есть тут вы уже добираете, что где куда. Вот. То есть выбираете, какие вам по цвету, вот, по размеру, по высоте. Пока берем. Клей наносим на донышко и приклеиваем уже выбранное место, какое вы хотите. Распределяете. Полочку можно сделать, конечно, и пошире немножко, тогда у вас возле домика можно будет поставить горшочки. То есть это размеры уже все по желанию. Вот. Таким вот образом. Немножко держим, потому что клей надо схватиться, тогда он хорошо будет. Дальше берем другой горшочек с цветочком, с имитацией герани и приклеиваем. Работа такая достаточно кропотливая, надо терпение в этом плане. Так вот. Вот, как видите, что у нас получается. И вот третий. Также наносим клей. Вот.
Пальчиком поддерживайте с другой стороны, тогда у вас более плотно горшочек прижмется к полочке. Так вот. Вот как видите. Можно, пока даже клей не высох полностью, передвинуть. То есть, в принципе, как бы это все возможно сделать. Так вот. Вот. Ну и после того, когда уже высохнет, приклеиваете, получается, крючочки, количество, какое вам надо. Ну и также вот сюда вот у нас получается, мы приклеим труп. Вот. Наша ключница практически готова. Останется только сделать вот такие петельки. Петельки также можно купить готовые в магазине, они продаются разные. Ну, можно, как у меня, из джута сделать. Пока работа сохнет, сейчас покажу, как сделать колечки для петелек. Также берем ниточку, обрабатываем клеем. И просто берем вот таким вот образом, делаем колечко. Снова клеем промазываем ниточку и как бы друг на дружку. Вот таким вот образом мы с вами сделаем наше крепление для ключницы. Вот. Размер можно делать побольше, поменьше. Тут тоже уже по желанию. Также это может быть у вас не просто как ключница, а держатель для полотенец на кухню. Тоже как вариант использовать. То есть вот таким вот образом все подклеиваем плотненько, чтобы у нас было, и приклеиваете вот на заднюю часть. Можно поуже, можно покруглее, и вот так вот у нас будет фиксироваться. Вот. Ну вот, ключница у нас, или держатель для полотенец, готов. Осталось только подсохнуть, и уже вы решите, что куда. А вот сюда можно будет ставить бумажки, записки, писать.